Главной новостью минувшей недели стало то, что Запад разрешил бить западным оружием по территории России, чего раньше делать боялся, и запрещал использовать западное оружие на протяжении 2 лет войны. Украина использовала его только местами и на свой страх и риск. Но теперь ситуация поменялась. Причин такого решения Запада, как я думаю, несколько. Первая и основная – это то, что Патрушев и двойник Путина Васильевич продолжили утверждать, что они будут выносить украинскую энергетику, то есть разрушать энергетическую отрасль Украины. Конечно, на 3-й год войны это никого не устраивает, потому что это приведет к тому, что на Украине начнется просто средневековье. Без отопления, без горячей воды, без какого-либо производства. И Запад ни в коем случае не может допустить, чтобы он проиграл. Поэтому преступному путинскому режиму не будет позволено разрушить украинскую энергетику. В прошлые годы Запад думал, что удастся этому противостоять с помощью новых систем ПВО, которые Запад массово поставлял в Украину. Но это не сработало. Я имею в виду, чтобы обойтись без ударов по российской территории. Россия продолжила использовать самолеты дальней авиации и доработала авиабомбы, которые теперь имеют возможность планировать с самолетов на дальние расстояния. Они позволяют российским самолетам не подлетать близко, в зону досягаемости ПВО, и бомбить Украину с гораздо большей дистанции. Именно по этой причине Украине также поставляют новые самолеты F-16, которые должны прибыть в конце этого года. Потому что поняли, что только с помощью наземных сил защиты ПВО российскую проблему решить не удастся, потому что вдоль российской границы также установлены системы ПВО и дальнобойная артиллерия. Именно поэтому эту дальнобойную артиллерию, которая мешает подъехать к границе ПВОшникам, будут бомбить с самолетов, чтобы новенькие западные самолеты F-16 и комплексы Patriot не были стремительно уничтожены. Но, правда, стоит оговориться, что Байден сразу же начал выступать и уточнять, что максимум на 200 миль Украине разрешают бомбить вглубь России. То есть не обсуждается вопрос, когда американское оружие будет использовано для бомбежек Москвы и Петербурга и других крупных городов. Вторая причина, почему стало возможно использование западного оружия. Шантаж ядерной войной больше не страшен. В прошлые годы Путин, еще живой, шантажировал Запад ядерной войной. Но теперь это сходит на нет. Потому что Путин умер 26 октября 2023 года. А Николай Патрушев, который перехватил власть вместо него, на ядерную войну не настроен, о чем ясно дал понять. Потому что хочет восхождения своего сына Дмитрия Патрушева на трон, а не ядерный апокалипсис. К тому же, как выяснилось, ядерное оружие России находится в малопригодном состоянии. Из всего ядерного арсенала, по разным оценкам, функционирует исправно порядка 15%. Это показали неудачные секретные испытания ядерного оружия, которые проводились в минувшие годы. Поэтому есть серьезные сомнения в способности вести ядерную войну. Выстрелить разово тактическим ядерным оружием, конечно, могут. Но отбивать ответ будет уже нечем, как и устраивать дальнейшие пуски. А если станет понятно, что ядерное оружие России больше нет, и оно не работает, то судьба путинского режима будет моментально решена. Будут сняты все ограничения на поставки оружия Украине и введены западные войска, которые сейчас вводить боятся, потому что опасаются ядерной войны. И Николай Патрушев сейчас ведь не единственный, кто имеет власть в России. Есть другая группировка, Сергея Чемезова, которая выступает в противовес ему. Она контролирует весь ВПК, военно-промышленный комплекс, и производство оружия, снабжение войск. У них есть возможность заблокировать многие решения и устроить настоящий хаос. Потому что ядерной войны ведь не хотят. Это Путин был псих, потому что понимал, что умирает и осталось ему недолго. И хотел поэтому забрать как можно больше людей с собой. А с его смертью устроить ядерную войну стало не так-то и просто. Не так-то просто найти столько желающих отправиться в мир иной. Есть также и группа Сергея Королева, заместителя директора ФСБ. Это тоже одна из башен Кремля. И пока неизвестно, на чьей они стороне, и насколько эти люди вообще хотят ядерной войны. Третья причина, почему разрешили бить ядерным оружием. Запад знает о двойнике Путина, Евгении Васильевиче, и знает, что Путина нет в живых. Поэтому значимых переговоров Запад с двойником Путина не ведет. Ни лично, ни по телефону. Евгений Васильевич, двойник Путина, общается только с лидерами стран-изгоев или с лидерами Северной Кореи, Арабских Эмиратов и Китая. Если вы обратили внимание,
что с 26 октября 2023 года, когда умер Путин, двойник Васильевич не общался ни с кем из лидеров Запада, а встретился всего лишь несколько раз с лидерами африканских стран, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпинем и руководством Арабских Эмиратов. То есть со странами, которые зависят или заинтересованы в преступных российских деньгах и имеют похожие властные султанаты, диктатуры и авторитаризм. То есть подавляют людей и свои общества в угоду личным, финансовым и властным интересам, а потому заинтересованы в друг друге. Беларусь – диктатор Лукашенко, Казахстан – Токаев, который заинтересован в торговле. Средняя Азия – это бывшая территория СССР с такими же местными деспотами и коррупционными режимами. Северная Корея, тут вообще все понятно. Из крупных стран только Китай и Арабские Эмираты. И у каждой из них своя веская причина для общения с двойником. В Арабские Эмираты стекаются все преступные деньги путинского режима, в отсутствие альтернатив и возможности хранить их на Западе. А Китаю Путин еще при жизни пообещал огромные территории в пользование на Дальнем Востоке на 49 лет и подписал секретный договор в обмен на то, что Китай поддержит военную авантюру против Украины. То есть Путин, еще живой, совершил акт национального предательства по отношению к России и к русским. И Китай согласился сыграть в игру с двойником, общаться с двойником, только для того, чтобы добиться выполнения этих предательских соглашений по отношению к России. И очень выгодных для Китая. Говорят, что территория на Дальнем Востоке, которую Путин пообещал Китаю, сопоставимо с территорией всей Украины. Вы можете себе представить масштаб предательства? И эта территория гораздо ценнее, чем вся Украина, потому что там леса и полезные ископаемые. В то время как путинские патриоты с пеной у рта защищают идею войны с Украиной. У этих глупцов из-под носа хотят забрать огромную территорию на Дальнем Востоке, а они даже об этом не знают. Китай поставляет оружие и средства войны России, чтобы обескровить страну в боях с Украиной и потом захватить территории без боя, чтобы сопротивляться было некому. И знает, что ядерное оружие не работает нормально. Вся эта авантюра с двойником Путина и молчанием Запада зашла уже слишком далеко. Прошел почти год с 26 октября 2023, когда умер Путин. Запад в силу своей трусости надеялся, что ситуация решится сама собой, и им не придется предпринимать неординарных действий. Они не ожидали, что российские власти смогут так долго лгать. Они не ожидали, что население России не будет выступать против. Они ждали, что народ взбунтуется сам, и им не придется ничего делать. А оказалось, что российский народ вообще не заметил подмены. Мало того, идею о том, что Путин жив, кинули защищать все российские оппозиционеры, кроме Валерия Соловья и генерала СВР, что в здоровом обществе даже представить себе было сложно. Потому что оппозиция – первая, кто заинтересован в раскрытии такой аферы. Четвертая причина, почему разрешили бить западным оружием по территории России. Компромат. Но компромат – это скорее объяснение, почему Украине в минувшие 2 года не разрешали бить по территории России. Патрушев и путинские силовики имеют огромный изобличающий компромат на западных чиновников. Это компромат разного плана. Где-то, как в Венгрии на Орбана, компромат экономический, финансовый. О том, как европейские и американские чиновники берут взятки, участвуют в схемах по отмыву денег. Где-то компромат сексуальный. Кто-то бисексуал, и это скрывает. Кто-то скрывает, что он гей и вообще свою сексуальную ориентацию. Эммануэль Макрон, например, гомосексуалист. Вы знали об этом? Что французский президент гомосексуалист? А такой компромат имеется. А это ведь страна с ядерным оружием, Франция, которая присылает Украине помощь. Про Олафа Шольца мы тоже не знаем пока много чего интересного, как и про многих других немецких политиков. Вот, например, депутат от Свободной демократической партии Германии облизывает толчки и туалетные ёршики. И это еще один из самых безобидных видосов. У Байдена сын, Хантер Байден, был замешан в украинской коррупции. Да и много еще кого наберется. А Россия долгие годы коллекционировала и скупала компромат такого сорта. Специально, чтобы иметь возможность шантажировать западных чиновников. Пятая причина. Выборы. В 2024 году проходят выборы в Европарламент и президентские выборы в США. У действующих партий и политиков очень низкие рейтинги. И у Байдена, и у Макрона, и у Шольца.
и у многих других. Поэтому Запад не может позволить себе разгромно проиграть на Украине, как это было в Афганистане 3 года назад, когда американские войска бежали с территории страны после стольких лет военных операций. Поэтому Запад, коллективный Запад, не может позволить себе коллективного позора еще и в Украине, а потому будет делать все возможное, чтобы Украина выстояла. К тому же постепенно приходит понимание того, что режим Патрушева слабеет. Двойник Путина, Васильевич, не позволяет системе быть устойчивой. Именно поэтому от него хотят как можно быстрее избавиться, приведя на трон официального настоящего человека. Группа Патрушева хочет, чтобы это был Дмитрий Патрушев. У Сергея Чемезова, например, другая кандидатура. И пока не совсем понятно, как они договорятся.